Как объяснить подростку, что наркотики – это плохо, наркотики – это зло, что они разрушают человеческие жизни? И так об этом рассказать, показать, чтобы они поняли и даже травку не пробовали. Знаете, наверное, никак ты не объяснишь. Я, как отец двоих дочерей, уже практически подростков, понял, что тут нужен другой подход. И хочу с вами поделиться своими мыслями на этот счет. Кстати, если ваши дети еще маленькие, или даже не подростки, или даже у вас пока нет детей, то посмотрите это видео также. Для вашего случая идея, изложенная в видео, может быть даже полезнее. Немного предыстории. Пару дней назад посмотрел белорусский фильм ужасов. Удачного там то, что он основан на реальных событиях. И он похож на настоящий черный трэш. Картинки до сих пор перед глазами. Но мне кажется, что этот фильм стоит посмотреть всем подросткам, особенно если они склонны искать острых впечатлений. Ну или для профилактики. Так вот, коротко суть фильма. В 2014 году в Гомеле два чувака обкурили спайса и вырезали друг другу глаза. Это предыстория. А история, показанная в фильме, еще ужаснее. Парень, его играет блондинчик из кадетов, вернулся из армии и хочет жениться на ровеснице-актрисе. Больше часа экранного времени, молодые тусуются с будущими свидетелями свадьбы, вызывают близняшек для развлечения гостей и друзей будущего жениха, а потом парни решают курнуть. У меня, конечно, много вопросов к фильму, который сначала смотрится как подростковая комедия, но в концовке становится очень хорошей пропагандой вреда наркотиков. Однажды я видел, как подтормаживает вся жизнь у тех, кто покуривает гашиш, и встречал одноклассников и друзей, которые посиживали на зоне, увлекаясь чем-то по вене. И знаете, основное, что я заметил, ни один из этих людей, познавших дополнительные радости жизни с веществами, в детстве не ходили ни в какие кружки, активности, и им очень не хватало простого родительского внимания и участия. Создается впечатление, что чем меньше родители вкладывают сил и времени в детские занятия, тем более нестабильны их дети, когда подрастают. И что получается? Наркотики и алкоголь заменяют все опоры будущего взрослого и позволяют ему не скучать. Наверняка отсюда и большой процент наркоманов среди богатеньких мажоров. Их родители думают, что деньги в семье обеспечат счастливую жизнь, а время тратить на детей некогда. Отсюда и проблемы детей из совсем бедных семей. Родители слишком заняты выживанием и поэтому тоже не тратят время, силы и деньги на развитие своих детей. Но самое забавное в этой ситуации то, что если ребенок ничем особо не занят, то он не только потенциальный пациент наркодиспансера, но и вообще вырастает слабым к любым плохим влияниям и зависимостям. Кстати, в том числе и любовным зависимостям. Так вот, на мой взгляд, секрет взращивания взрослой личности – много глубоких и постоянных занятий, как самостоятельно, так и при участии родителей. То есть ребенку должно быть интересно как наедине с самим собой, так и с мамой и папой. Вы, как родитель, должны, да, именно должны, активно и осознанно быть в жизни своих детей, направлять их и помогать им начинать разбираться в взрослом мире, а не полагаться на волшебство психотерапии и вот это вот все, что нам пытается впарить популярная психология воспитания и ее адепты. Что думаете на этот счет? У вас есть примеры, когда человек ничем особо не занятый в период взросления, кроме среднего образования, да еще и с почти безучастными родителями, вырастал самодостаточным и психически устойчивым? И несмотря на то, какие у вас ответы на этот вопрос, или у вас их нет, помните, что если прилагать системные и регулярные усилия, то впереди у нас много новых побед, впереди у нас нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока, с вами был Ави.